Представьте себе страну, где свобода – это мираж, и каждый шаг, каждый вздох контролируется. Добро пожаловать в Северную Корею, одну из самых закрытых и строгих стран мира. Мы отправимся туда через контрабандно вывезенные снимки, раскрывающие тайны жизни за железным занавесом. Меня зовут Нокс, и сегодня я покажу вам, как дети вместо школы тяжело трудятся под надзором солдат. Семьи наказывают за проступки их предков, а граждане живут в постоянном страхе под прицелом тотального контроля. Детский труд. Детский труд в Северной Корее – это повседневная реальность. Дети, едва научившись ходить, вынуждены выполнять тяжелую работу, чтобы обеспечить свою семью. На этом фото маленькие дети под палящим солнцем, которые должны быть в школе, но вместо этого они гнут спины на поле, собирая урожай под строгим надзором солдата. Представьте себе, эти дети должны бы получать знания, Мечтать о будущем, но их день – это суровая рутина. Какое будущее у таких детей? И неужели они сами вообще не задумываются о том, что этот труд не для детей? Но это лишь начало. Бронированный поезд. Возможно, вы ожидали увидеть Ким Чен Она в самолете с первоклассными сиденьями и современными технологиями. Но нет, он предпочитает передвигаться в бронированном поезде, настоящем передвижном бункере. Это транспортное средство окружено непроницаемыми стенами, непрозрачными окнами, с охраной на каждом шагу. Поезд словно представляет собой ходячую крепость, которая скрывает от мира то, что в нем находится. Снаружи видны только темные стекла и железные двери, но внутри он буквально создан для защиты и комфорта. Иронично, что в стране, где люди часами стоят в очередях на старые автобусы, лидер передвигается, окруженный такой роскошью и безопасностью. Но от чего он защищается? Почему человек, который управляет всем, что происходит в стране, окружает себя такой толстой броней? Его страхи видны, и в этом прячется что-то пугающее. Возможно, именно страх толкает его окружить себя непробиваемыми стенами. А для тех, кто остается на улице, в этих условиях тоже нет ни роскоши, ни защиты, только трудная реальность, в которой даже самый простой автобус – почти пытка. О чем это я? Плохой транспорт. Для большинства жителей страны единственный способ передвигаться – это долгие очереди на переполненные автобусы. Время ожидания здесь часто длится часами, и неважно, идет ли дождь или палит солнце. Этот снимок – один из множества, на которых видно, как люди стоят плечом к плечу, ожидая свой роскошный общественный транспорт. уставшие лица, пустые взгляды, грязь под ногами. Это не похоже на современные мегаполисы, где свобода перемещения кажется чем-то обыденным. Здесь каждый может считать себя счастливчиком, если успел занять место в автобусе. Эти очереди – не просто признак плохого общественного транспорта. Это символ бедности и беспомощности. Люди знают, что завтра снова придется встать в эту очередь, но они просто принимают это как неизбежность, как будто у них нет другого выбора. И когда они, наконец, добираются до своего места назначения, им приходится оставаться под контролем даже в самых, казалось бы, личных аспектах жизни – своей внешности. Ограничения на прическе. В Северной Корее даже ваша внешность принадлежит государству. Здесь каждому отведена роль и никакого права на самовыражение. На этом фото стенд с утвержденными правительством прическами. 15 вариантов для мужчин и женщин. Никакой фантазии, никаких ярких красок. Стрижки такие же, как все вокруг. Одинаковые, как будто их создали на одном заводе. Иронично, но даже волосы здесь контролируются с такой же строгостью, как и мысли. Хотите показать свою индивидуальность? Не надейтесь. В этом мире длинные волосы или яркие цвета означают бунт, а за бунт следует наказание. Задумайтесь, насколько плотно государство должно контролировать своих граждан, чтобы даже их прическа была вопросом политики. Здесь каждый волос – часть общего плана, как и каждый шаг. Женщины-регулировщицы. На улицах Пхеньяна можно встретить необычных регулировщиков дорожного движения.
а женщин-регулировщиц, отточенные движения которых заставляют задуматься о ритуале. Эти девушки стоят на перекрестках, управляя движением, словно актеры в спектакле, а не просто работники. Их движения четкие, синхронизированные, как будто они механические. Каждое движение выверено, и нет ни одного лишнего жеста. Эти девушки будто живут внутри хореографии, созданной для того, чтобы подчеркнуть порядок и дисциплину, которых требует режим. И если вы думаете, что это их выбор, то ошибаетесь. После 20 лет они уходят на пенсию, уступая место новым лицам, идеально подходящим под стандарт. Эти женщины – лишь капля в океане системы, которая видит людей как безликие шестеренки. Если даже движение на улицах подчинено строгому протоколу, представьте, что они делают с теми, кто пытается выбрать одежду по своему вкусу. Формальный дресс-код. В Северной Корее даже ваша одежда не принадлежит вам. Дресс-код строг, как закон, и любое отклонение от нормы вызывает подозрение. На этом фото молодые люди стоят на массовом мероприятии, одетые в однотонные костюмы, лишенные каких-либо индивидуальных черт. Все они выглядят одинаково, словно слились в одну безликую толпу. Яркие цвета, модные детали – исключено. Каждый выглядит так, как диктует режим. И это не просто вопрос вкуса, это символ абсолютного контроля. Здесь индивидуальность стирается с одеждой, оставляя лишь послушание. Представьте, что каждый день вы обязаны носить одно и то же, как знак покорности системе. Даже ваша внешность превращается в оружие пропаганды. И когда люди живут в таких условиях, вряд ли можно ожидать свободы в чем-то еще, тем более в отношении труда. Лагерь рабского труда. Трудовые лагеря Северной Кореи – это не просто место работы, это место страданий, где человеческая жизнь обесценивается до минимума. На этом фото женщины работают в суровых условиях, под постоянным наблюдением охранников. Они трудятся без конца, в окружении бдительных солдат, которые следят, чтобы они не сделали ни шага в сторону. Эти женщины словно в рабстве, и их жизнь – бесконечный труд, без надежды на передышку. Здесь нет праздников, нет выходных, и каждый день – это повторение предыдущего. Они работают, зная, что любое проявление слабости обернется наказанием. Когда вы смотрите на это фото, трудно поверить, что такие условия существуют в современном мире. Каждая из этих женщин когда-то была свободной, а теперь они стали частью машины режима, который лишает их всего. И даже те, кто не попадает в лагеря, могут оказаться в местах, где ожидание хуже самой реальности. Концентрационные лагеря. Лагерь номер 22, одно из самых жутких мест в Северной Корее, это место, где человеческая жизнь ценится меньше, чем обрывок бумаги. На этом фото следы тех, кто прошел через этот ад, но не вернулся. Бывшие заключенные описывали его как место, где люди теряли конечности, были лишены пищи и воды, а единственной наградой за выживание была смерть. Этот лагерь не просто место, это символ безысходности и боли, где нет ни надежды, ни даже намека на нее. Это место, в котором все, что есть у человека, забирается во имя государства. И если эти стены могли бы говорить, они рассказали бы о тысячах судеб, разрушенных ради мнимой безопасности режима. Каждый угол этого лагеря хранит эхо тех, кто прошел через его ужасы, но так и не вернулся. А тем, кто выжил и сумел покинуть стены лагеря, остается лишь один выбор – вернуться на улицы, где царит бедность и беспомощность. А многие из тех, кто остался, все еще живут в тени безнадежности. Нищие на улицах. Говорят, что в Северной Корее нет бедности. Но те, кто живет здесь, видят другую картину. На этом фото измученные люди, просящие милостыню прямо на улице. Их лица – отражение боли и страха, а их одежда – напоминание о том, что государственная помощь здесь просто миф. Они сидят на грязных тротуарах, окруженные равнодушными взглядами, потому что ни у кого нет возможности помочь. В стране, где все ресурсы идут на военные нужды и поддержание власти, бедные остаются без средств к существованию.
Каждый день для них – это борьба за выживание, и ни в одном из них нет надежды на перемены. Эти люди знают, что их будущее – это лишь очередной день нищеты, который может оборваться в любой момент. Они держат в руках тарелки, в которых нет ничего, кроме пустоты, точно так же, как и в их жизнях. И хотя официальные источники утверждают, что в Северной Корее все живут счастливо, эти люди – живое доказательство того, что их истории просто скрывают за фасадом. Но нищета – это лишь верхушка айсберга. Когда в этой стране отказывают людям в еде и воде, то можете представить, каким образом здесь получают информацию? Старое радио. На этом фото старое пыльное радио, настроенное на единственный государственный канал. В Северной Корее доступ к информации строго контролируется, и это радио – одно из немногих источников, через которые граждане могут узнавать о новостях. Но новости эти – лишь отголоски реальности, тщательно отфильтрованные государством. За пределы этой страны ничего не проникает. Радио, которое для нас кажется старомодным, для них единственный канал, через который они могут услышать что-то о мире, даже если это ложь. Эти люди никогда не узнают о новостях из других стран. Они не слышат других точек зрения и даже не подозревают, что за пределами их страны существуют разные мнения. Это радио как окно в вымышленный мир, который создан государством для своих граждан, чтобы удержать их в страхе и послушании. Оно заменяет телевизор, интернет и газеты, и каждый, кто слушает его, живет в иллюзии. Для нас это просто кусок старой техники, а для них жизнь в клетке, из которой нет выхода. Но есть места, где создается эта иллюзия безопасности и комфорта, которая так привлекательна для немногих избранных иностранцев. Ночной клуб. Здесь, в центре Пхеньяна, скрывается ночной клуб, созданный специально для иностранцев. Этот клуб – один из тех редких уголков, где на секунду можно забыть, что вы в Северной Корее. Яркие огни, дорогие напитки, музыка. Но эта иллюзия счастья и роскоши обманчива. На этом фото молодые девушки, работающие здесь не по своей воле. Они обязаны развлекать гостей, улыбаться и делать вид, что их работа приносит им радость. Для иностранных гостей это может показаться экзотикой, но для этих девушек клуб – лишь еще одна клетка, где свобода – лишь видимость. Здесь, за закрытыми дверями, для иностранцев создается картинка благополучия, которую так хочется верить. Но за этой роскошью скрывается жестокая правда. Это место, как и весь Пхеньян, лишь декорация, и те, кто здесь работает, знают, что их радость фальшивая, их работа – не выбор. Когда двери клуба закрываются, они возвращаются в мир, где нет места ни радости, ни улыбкам, а за дверями этого клуба, в стране, где нет реальных удобств, разрушаются и те небольшие строительные достижения, которые были созданы для показухи. Плохое строительство. В Северной Корее строят здания, чтобы произвести впечатление, но не для того, чтобы их жители чувствовали себя в безопасности. На этом фото один из таких домов, внешний вид которого скрывает многочисленные дефекты. гладкие фасады, яркие краски, но зайдите внутрь. И вы обнаружите трещины, недостаток материалов, низкие стандарты безопасности. Эти здания выглядят так, будто их воздвигли для показа, а не для жизни. Они словно символизируют пустые обещания, которые делает режим. Когда люди въезжают в эти дома, они понимают, что все это – лишь пустая картинка, созданная для поддержания мифа о прогрессе. Жители этих домов живут с постоянной угрозой того, что в любой момент стены могут обрушиться. Они знают, что государство потратило свои ресурсы не на создание безопасных условий, а на показную роскошь для иностранных гостей. В этом доме нет ничего прочного, как и в жизни тех, кто вынужден жить в нем. И даже если они найдут укрытие внутри своих домов, они все равно должны будут поклоняться государству и его лидерам.
культ портретов. В Северной Корее каждый дом – это не только место для жизни, но и миниатюрный храм, в котором члены семьи обязаны ежедневно преклоняться перед правящей династией. В каждой главной комнате дома должны висеть портреты лидеров. Их нельзя снимать, нельзя перемещать. Они должны быть всегда в идеальном состоянии. На этом фото интерьер одной из квартир, где на стене висят портреты лидеров страны. Эти изображения не просто декор, это обязательный элемент быта, который навязывает свое присутствие в каждом доме. Портреты обязаны быть чистыми, и специальные патрули регулярно проверяют это. Если где-то найдется пылинка или пятно, это может обернуться суровым наказанием. Подумайте об этом на минуту. Вы не имеете права на личное пространство даже у себя дома. Глаза лидеров следят за вами, как бы напоминая, что даже в 4 стенах вы не одни. Вы не просто убираете свою комнату, вы поддерживаете чистоту уважения. Это постоянное наблюдение не оставляет места для независимых мыслей, а только для подчинения. Эти лица на стенах не просто изображения, это символы того, что свободы у вас нет ни на улице, ни дома. И если даже в своей комнате вы не принадлежите себе, как можно рассчитывать на доступ к чему-то большему, например, к интернету? Доступ к интернету. Представьте, что вы никогда не сможете зайти на сайты, которые видят люди по всему миру. В Северной Корее доступ к интернету – это редкая привилегия, доступная только самым лояльным гражданам. Этот снимок – изображение одной из таких интернет-зон, где за каждым компьютером установлен строгий контроль. Здесь нельзя просто выйти в сеть и искать информацию. Интернет для большинства северокорейцев – это иллюзия. Даже те, у кого есть доступ, могут использовать лишь внутреннюю сеть Кванмён и только по специально разрешенным государством сайтам. Забудьте о международных новостях или общении с друзьями из-за границы. Здесь каждый бит данных проходит через фильтр государства, и любая попытка обойти его может стоить вам свободы или даже жизни. Для большинства интернет – это недоступное окно в мир, о существовании которого многие даже не подозревают. Здесь, в Северной Корее, интернет – это не право, а оружие пропаганды, используемое против собственного народа. Те, кто имеет доступ, понимают, что они видят лишь то, что разрешено, и за каждым кликом наблюдают. Они живут в информационном вакууме, и даже если мечтают о свободе, то не знают, как она выглядит. А те, кто осмеливается нарушить правила и бежать за границу, сталкиваются с еще более страшной правдой. Опасные переходы через границу. Побег из Северной Кореи – это не просто попытка пересечь границу, это прыжок в неизвестность, где на каждом шагу подстерегают опасности. Этот снимок показывает участок границы, на котором рисковал жизнью один американский солдат, пытавшийся сбежать в КНДР. Граница между Северной и Южной Кореей – это не просто линия, это территория, пропитанная страхом и напряжением. Патрули, колючая проволока, охранники с оружием – любая попытка пересечь ее может обернуться смертным приговором. Те немногие, кто осмеливаются на побег, знают, что у них минимальные шансы, но они все равно идут на это, потому что жизнь в тюрьме на открытом воздухе невыносима. Этот участок границы как невидимая стена между миром и антиутопией. Люди, готовые броситься туда, делают это, зная, что могут не дойти. Но для них даже гибель в попытке выбраться лучше, чем жизнь под вечным контролем. Каждый побег – это шаг к свободе, но и прыжок в неизвестность, где каждый следующий миг может стать последним. И даже если они удачно проскочат через границу, будут жить, вспоминая каждый момент голода и недоедания, которые они испытали на своей родине. Северная Корея предстала перед нами как страна, где каждый шаг, каждая мысль и даже внешность под контролем. Эти редкие фотографии показали жизнь за пропагандистским фасадом. Очередь на транспорт, голодные дети, страх, прочно укоренившийся в сознании людей.
Мир, в котором свобода – это миф, а будущее предопределено еще до рождения. А теперь, друзья, у вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы увлекаетесь видеомонтажом, можете озвучивать на русском, английском или других языках, или пишите интересные сценарии. Будем рады сотрудничеству. Пишите нашему телеграм-боту, ссылка в описании.